С учетом того, сколько я на этом канале раз упоминал Fallout New Vegas и как я относился к 76-му на релизе, я бы в жизни, наверное, не подумал, что смогу получать удовольствие от такой игры, как Fallout 76. И уж тем более буду делать про него ролик в позитивном стиле. Наиграл я Fallout 76 порядка 200 часов и пришел к выводам, что мне понравился по итогу даже больше, чем четверка. И что самое странное, в некоторых аспектах он выглядит более толково и ближе к классическим играм серии, нежели та же самая четверка. Серьезно, я на вторую сотню часов пришел к выводам, что мой любимый Fallout от Bethesda это 76-й. А вот как так получилось, за какие аспекты эту игру можно любить и почему ей стоит шанс дать в 2025 году, мы с вами и обсудим в этом ролике. Не забывайте про лайк и развернутый комментарий, если вам есть что сказать по теме. Буду рад любой вашей активности, а также подписывайтесь на телегу, чтобы не пропустить новые ролики. Вдруг YouTube уведомления не пришлет. Я сразу хочу сказать, что несмотря на громкий тезис в предисловии о том, что в некоторых местах Fallout 76 лучше понимает классические игры серии, все-таки совсем чуда ждать не стоит. В плане проработки окружающего мира, персонажей, фракций и того, что вообще в игре происходит, это все-таки Fallout от Bethesda. Тут абсолютно тупое братство стали, которые представляются спасителями пустошей. Титул паладина снова воспринят слишком буквально, и опять эта куча дегенератов косплеит какой-то благородный рыцарский орден, который помогает всем и вся наводить порядок на пустошах. Прям полное копирование того, как они были представлены в четверке. Тут же есть и персонажи, во главу угла которых поставлена просто забавная концепция, которых невозможно воспринимать серьезно, и если вы хоть чуть-чуть начнете думать своей головой о том, насколько это вообще логично, тут все в вашей голове, собственно, и рассыпется. В очередной раз уже притянули за уши супермутантов, криво пришив историю возникновения. Сюда же и анклав можно приписать, и продолжать тут еще можно долго. Тут прямо весь набор стандартного беседковского кривого фоллаутного лора, который вы так любите, и разбираться во всем этом и вникать и искать несостыковки и нелогичности мне кажется занятием бесполезным и ни к чему не ведущим. У меня тоже раньше по этому поводу очень горело, и я буквально не упускал возможности, чтобы лишний раз где-то в обсуждении не сказать или не поймать себя на мысли о том, что какой все-таки там Fallout от Bethesda не каноничный и насколько люди не понимают суть и основные принципы франшизы, которые они заполучили в свои руки. Но последний тот самый Fallout вышел почти 15 лет назад, в 2010-м, и вряд ли мы в ближайшем будущем получим тот самый New Vegas 2. Очень хотелось бы, конечно, но такое чувство, что предпосылок к этому все меньше и меньше. Можно бесконечно злиться и грустить по этому поводу, но я считаю это бесполезным. И может мы уже сделаем примерно то же самое, что делают фанаты Вархаммера. У них там, насколько я понял, тоже много произведений от разных авторов, и чуть ли не каждый решает для себя, что канон, а что нет. Есть 3 каноничные части серии с тем самым духом, атмосферой и написанные не для подростков. А именно это вот первые 2 части и New Vegas. Brotherhood of Steel, 3, 4, 76, да и ТВ-адаптация при всех своих плюсах это скорее произведение по мотивам от сторонних студий. И можно в комьюнити просто перестать их считать в полной мере каноном. Тогда и жить станет как-то легче, и замечать очевидные плюсы этих игр станет как-то проще. А плюсы у игры действительно есть. Причем один из самых первых, который бросался мне в глаза, относится именно к типичным плюсам игр от Bethesda. Вот мне всегда карта 4-го Fallout нравилась только той частью, где находится Бостон. Все остальное для меня какая-то унылая болотистая местность в грязных тонах. Да, окей, есть светящееся море. Но вау-эффект от него был только тогда, когда попадаешь первый раз туда по сюжетке. Да, я прекрасно понимаю, что это вкусовщина, но пейзажи Западной Вирджинии, даже с учетом того, что это все на геймбрио, по мне так выглядит лучше. Плюс есть разнообразие биомов. Выжженная земля в районах с угольной промышленностью, болотные топи, горы, небольшие городки разной степени разрушенности. Все это куда медленнее тебе наскучивает, чем бесконечные грязные болота из четверки. Само наполнение мира выглядит примерно точно так же, как и в четверке. Бесконечные разрушенные постройки с замершими трупами в разных позах, повествование через окружение и все вот в этом духе. Только в отличие от четверки, это тут не вызывает никаких логических вопросов. В четверке, заходя в очередное помещение, в котором лежит скелет в необычной позе с лутом рядом, ты задаешься вопросом, почему это еще за 200 лет до тебя никто не залутал. Помещение не обчистил, а помещение под себя не обустроил. Все-таки 200 лет с атомных бомб прошло, а плотность населения на квадратный километр достаточно высокая для того, чтобы тут до тебя кто-то уже побывал. В 76-м подобный подход к геймдизайну и наполнению локаций смотрится куда более логичным, ведь с войны прошло 25 лет и местное население вымерло сравнительно недавно, для того, чтобы мы могли побывать в некоторых локациях первыми за многие годы. И у нас, как у игроков, не вызвало это
диссонанса. К тому же эти локации наполнены уникальными врагами всевозможной фауны, которые являются мутировавшими потомками животных, уникальных именно для этого места действия. Сейчас повторю не свой, но очень понравившийся мне тезис одного из западных ютуберов. Возможно, вы уже его слышали в переработанном видео у Кадзе Краба, я не помню, в каком-то ролике по Fallout он уже это адаптировал. Так вот, тезис заключается в том, что в беседковских Fallout'ах присутствует привычная фауна для классических Fallout'ов западного побережья. Да, и они являются знаковыми для сериями, но на восточном побережье этим ребятам не место. Речь идет о тех же рад-скорпионов, которые нормально смотрятся на западе, где есть пустыня, но на восточном есть собственная фауна, которая смотрелась бы в разы уместней. И вот у 76-го в этом плане есть собственное лицо. В игре большое количество монстров, которые мутировали из фауны, которая характерна именно для Западной Вирджинии. Плюс есть работа с местными легендами и фольклором. Тот же самый Малерот — это прям супер, особенно когда встречаешь его в первый раз. И даже с тем, что летучие мыши мутировали в огромных драконов, это тоже на самом деле норм. Правда, вот сам основной сюжет, связанный с этими летучими мышами, это прямо плохо. Дело в том, что если проходить сюжетные линии в порядке их выхода, то можно прям заметить, насколько игрокам в самой первой сюжетной линии на релизе в плане контента было очень плохо. Честно, я в некоторых моментах оценил, насколько разработчики пытались исхитриться и объяснить, почему в игре нет живых NPC, но все-таки без них было совсем прям скучно. Потом по сюжету в дальнейших дополнениях появляются NPC, и когда ты это видишь после основной истории, что мир не стоит на месте, а меняется, там появляются новые фракции, просто какие-то небольшие поселения, ты ловишь себя на мысли, что это куда больше передает суть Fallout как серии, чем предыдущие игры, которые делала Bethesda. Тут есть вот это вот ощущение возрождения, когда все вокруг постепенно меняется, и от разрухи и выхода из убежища в голый мир проходит все больше времени, появляются новые фракции, мелкие поселения. Больше всего именно своей концепции из таких поселений мне понравился Foundation, в котором, в отличие от типичного поселения Bethesda, нет вообще никакой тупой идеи. Это просто поселенцы, которые приперлись и обустраивают свой быт, просто живут и торгуют, и это там не какой-то город детей и не поселение внутри баскетбольного стадиона, просто обычное поселение, в которое, ты реально веришь. Они, правда, в этом же дополнении добавили убежище агентов ЦРУ, которые после войны все еще ходят в черных костюмах с очками. Вот про это вообще на самом деле и есть вся игра. То тебе интересно и весело погружаться в этот мир, бродить и лутаться по Западной Вирджинии, то ты кринжуешь от происходящего. И вот на вот этих американских горках игра катает тебя всю игру. Одна из вещей, которую очень сложно не заметить при игре, это вот ее техническое исполнение. Как бы они после релиза все эти баги не фиксили, это все еще ужасный движок, особенно для мультиплеерной игры. И периодически смотришь на то, как в игре это регистрируются попадания, и есть ощущение, что по уровню технического исполнения это все на уровне любительских модов. Особенно все это тяжко воспринимается после игры в ремастер Oblivion на 5-м Unreal. Там, конечно, тоже движок не без проблем, но я все-таки очень надеюсь, что больше Bethesda игр на Gamebryo выпускать не будет. Особенно после того, что теперь у них нет оправдания тому, что на их движке они сидят только из-за того, что для него легко делать моды. Для ремастера Oblivion вот тоже теперь моды выходят и все хорошо. Так что будем надеяться, что все окей и в дальнейшем мы этого движка больше не увидим. Но, к сожалению, в Fallout 76 он есть, и, к сожалению, в некоторых моментах даже нельзя подкрутить графику и убрать вот это вот мыло перед глазами. Если вы захотите поиграть в 76-й Fallout, то с графикой придется мириться. И особенно придется мириться с тем, что никаким привычным образом посредством модов, из-за того, что игра мультиплеерная, вы на эту графику повлиять и сделать ее лучше не сможете. Вообще в 76-м Fallout, в отличие от четверки, куда приятнее заниматься тем самым крафтом, строительством и собирательством, нежели в четверке. Они вокруг всей этой фишки игру и сделали. Бостон в четверке — это крупный город, в котором дофига всего, и почему там люди бегают с оружием из говна и палок, мне решительно непонятно, и это не подходит сеттингу. Bethesda решила добавить эту механику крафт, но мне всегда казалось это надстройка в игре, где место действия это в прошлом густо населенный штат, очень нелогичным и выбивающим из погружения. Западная Вирджиния — это сельский штат с большими пространствами, бедным населением и загнивающей промышленностью в реальной жизни. Плюс это родина культуры вот этих вот свалок на переднем дворе, игре на самоделях инструментах из говна и палок, и я честно пытался для этого ролика найти и вспомнить, как это явление и культура называется. Поиск подсказывает мне такое слово, как хордерс, но, к сожалению, это больше про накопительство и является психологическим расстройством. Более точное слово найти мне не удалось, но, возможно, вы подскажете в комментах, но это прям
культура. И вся эта механика крафта из говна и палок, сбора на своей базе всевозможных памятных вещей, редких рецептов крафта, уникальных верстаков, на которых можно скрафтить предметы, которые дают тебе баф. Все это хорошо ложится на сеттинг Западной Вирджинии. Вообще в этом и есть вся суть Fallout 7.6 и его эндгейм контента. Просто выбивание лучших шмоток и обустройство собственной базы редкими и классными вещами, которые дают тебе преимущество при дальнейшем фарме всего и вся. Это может затянуть и увлечь, но как будто не хватает в игре сложной эндгейм активности, например, как рейдов из Destiny, где вот весь твой накопленный багаж ресурсов и всевозможных бафов можно будет применить. Но в целом даже и без этого Fallout 7.6 ощущается как хорошая бродилка, где ты потихоньку бегаешь, изучаешь мир, лутаешься и в любой момент можешь с кем-нибудь заколлабиться, например, на каком-нибудь публичном мероприятии, куда слетаются игроки со всей карты для того, чтобы вместе выбить какой-нибудь лут. Отвлекся так на ивент с другими игроками, перевел дух и пошел дальше бродить себя по локациям в поисках чего-то интересного. Вот во многом же суть игр Bethesda — это то, что все там сделано на 3 с минусом, кроме открытого мира, который интересно изучать. За это их игры и любят, и терпят все остальные недостатки. И любимая игра от этого разработчика — это та, в которой тебе больше всего приятней находиться. Карта 7.6 зашла мне больше, чем 4 и 3, и именно поэтому, наверное, я в эту игру столько и наиграл. Приятно, что спустя 7 лет после релиза для игры все еще выходит дополнение, они еще и бесплатные, так что если захотите опробовать игру после того, как прошли ее на релизе, вы сможете найти для себя уйму нового и бесплатного контента. У этого, правда, есть минус в виде донатного магазина, но если честно, как и во многих играх, он не сильно что-то решает. Донатную валюту можно нафармить самостоятельно, просто некоторые бонусы вы сможете получить позже, чем люди, которые задонатили. Но сказать, что это прям pay to win, я не могу. Спокойно можно играть и получать удовольствие без этого. Так что в целом 7.6, если отринуть претензии по лору, воспринимать его как не очень каноничное ответвление серии и воспринимать его в духе просто произведения по мотивам, где можно побродить, поизучать округу, то игра вполне себе может доставить вам удовольствие. Вот как-то так. Я попытался для себя оправдаться, почему в 7.6 я наиграл столько времени. Это неприличное количество времени для такой игры, но вот как-то захотелось мне по этому поводу высказаться и сделать вот такой вот небольшой ролик. Так что вот, если вам понравился данный ролик, если вы согласны с моими утверждениями или наоборот не согласны, то можете спокойно поспорить со мной в комментариях. Я буду только рад услышать конструктивное мнение по этому поводу. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, не забывайте про лайк. Ну и вот это вот все, что обычно говорят в конце ролика. Очень редко, когда это на что-либо влияет, всегда процентное соотношение, там лайков, просмотров примерно 10%, но всегда, когда все делают ролики, все в конце это говорят. Так что вот, всем удачи и пока.